Всем привет! Путин заявил, что в России в 10 раз увеличат выпуск автомобилей. И якобы нынешних мер поддержки автопрома для этого должно хватить. Так называемые партнеры повели себя в высшей степени некорректно, нарушив все свои обязательства. В результате падение в автомобильной промышленности стало свыше 60%. Сказал Владимир Путин на встрече с рабочими Тульского завода железнодорожного машиностроения. Самое большое падение промышленного производства пришлось именно на автомобильную отрасль. Тем не менее, предприятия работают. И произошло это благодаря активным действиям правительства и некоторых региональных властей. И работают хорошо. Проблема сейчас в том, чтобы наладить производство нужного количества машин и, разумеется, высокого качества, полагает президент. Заметьте, про цену он ничего не говорит. Программа льготного субсидирования кредитов на автомобили до 2 миллионов рублей в связи с ростом цен и инфляцией была направлена прежде всего на то, чтобы помочь людям купить машину, отметил он. Этих мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и наиболее востребованных легковых автомобилей. Если же при дефиците автомобилей постоянно повышать уровень поддержки, это приведет только к дальнейшему повышению цены. Элементы поддержки для отдельных категорий граждан сохраняются, но в целом все-таки основной путь решения этих проблем – кратное увеличение выпуска наиболее востребованных машин, подчеркнул Путин. А вообще на сегодняшний день лучше всего привезти себе надежный и доступный автомобиль из Японии, а не ждать отечественные по заоблачным ценам. Я предпочитаю доверять в этом вопросе компании Antares Auto. Друзья, наша компания занимается привозом автомобилей из Японии и Кореи уже на протяжении более чем 11 лет. У нас абсолютно прозрачный договор, где прописаны все комиссии. А в Японии и в Корее вы сможете подобрать для себя свой любимый автомобиль по отличной цене и высокого качества. Все подробности вы найдете на сайте и YouTube-канале компании Antares Auto, где рассказывается про процесс и цены привоза японских авто. Ссылки в описании. А вообще вот что хочется сказать по поводу недавнего выступления Путина на Тульском заводе железнодорожного машиностроения. Цены поднялись в 2-3 раза. Это скорее всего инфляция 200-300%. А у нас по телеку Росстат и чиновники дурят, что у нас все хорошо. И самая маленькая инфляция 10%. А вот в Европе совсем все плохо. Есть опыт Кореи. Купили платформу у Honda и стали штамповать Hyundai, Deo и Kia. Китай вообще всех переплюнул. Он пустил всех к себе и стал пахать на них, а потом прибрал к рукам. А нам проще надо было бы, как при Сталине, заплатить золотом или алмазами, купить платформы с программным обеспечением и запустить свое производство, а потом штамповать свои модификации, другого пути нет. Либо напрячь свои ресурсы, подключить своих ученых, конструкторов и свой военно-промышленный комплекс. Лада Гранта в 2011 году стоила около 270 тысяч рублей. Пусть они подтвердят, что она не собиралась из иностранных комплектующих. Вопрос, почему даже базовые комплектующие ВАЗ заказывал из-за границы, вместо того, чтобы развивать российское производство? ВАЗу на всем промежутке его работы искусственно делали секторальную монополию на рынке. И что из этого получилось? Может, стоит перешагнуть грабли? А вам, зрителям этого ролика и потенциальным покупателям новых автомобилей, хочу напомнить одну мысль, что рынок решает все. И как только перестанем покупать автомобили по этим ценам, вот тогда и будут снижаться цены. Бойкотирование конских цен – это единственное верное решение на данный момент. Лучше возьмите БУ японца или продолжайте ездить на текущем авто. А как считаете вы, увеличение производства авто в 10 раз позволит снизить цены в России? Пишите в комментариях.